Уже в конце первого дня нашего путешествия по Каппадокии мы направились в еще одно необычное место. Хотя для тех, кто впервые приезжает в Турцию, многие места кажутся необычными. Возможно, это связано с особенностями ландшафта. Уже с первых часов возникает странное ощущение, что ты оказался на другой планете. Как утверждают ученые, удивительные пейзажи Каппадокии были сформированы десятки миллионов лет назад, и создавали их вулканы. Якобы в те далекие времена их тут было много. Постоянные извержения приводили к накоплению вулканического пепла, который со временем стал туфом, а лава – базальтом. Землетрясения, ветер и осадки добавили свои штрихи, создав тот самый загадочный мир, который сегодня именуется Каппадокией. И все эти многочисленные остроконечные скалы, в которых предки так любили выскребать свои причудливые города, образованы именно из вулканического туфа. Именно в один из таких городов мы и приехали. Хотя его называют долиной монахов. Но и тут, как и во многих других местах, можно наблюдать необычные заостренные грибы осадочных пород с причудливыми шапочками на вершинах. Только в этом месте их в десятки раз больше. И каждый такой каменный гриб превращен в жилище. Сейчас уже никто не помнит, почему эту долину окрестили долиной монахов. Некоторые историки утверждают, что сотни лет назад в этой местности среди каменных грибов располагались кельи монахов. Проверить это уже невозможно. Но, скорее всего, это просто туристический бренд, придуманный экскурсоводами, чтобы хоть как-то заполнить историю данной локации. Раньше вся эта территория, по утверждению ученых, была одной большой горой. За миллионы лет вода и ветер вымыли почву, образовав вот эти грибочки. Причина такой причудливой формы – почва. Ножки грибов – это мягкий туф, который легко вымывается водой. А шапки – это твердый базальт и индезит, который не так легко поддается природной обработке. На самом деле тут возникает громадное поле рассуждений для конспирологов и катастрофистов. Получается, что в течение тысячелетий эта местность буквально заваливалась миллиардами тонн пепла. В результате образовались просто гигантские наслоения в десятки, а может и сотни метров. Все это постепенно превращалось в туф, и лишь спустя еще несколько столетий или тысячелетий было залито лавой, которая позднее превратилась в базальт. Довольно странная картина получается, но об этом мы поговорим в следующих выпусках, потому что таких странностей и нестыковок нам предстоит увидеть еще очень много. Более того, меня крайне удивили заявления о том, что все эти пещерные города, сделанные в грибочках или скалах, могли простоять хотя бы одно тысячелетие. А в следующих сюжетах я покажу вам, как скоротечно разрушаются подобные строения из вулканического туфа в тех местах, где не ходят туристы и их не ремонтируют. Скальные дома просто рассыпаются в пыль. И я уверен, что под действием атмосферных осадков, ветра и смены температур они существуют всего несколько столетий. Но это уже совсем другая история для аналитического выпуска. Легенд вокруг этих сооружений сложено немало. Гиды утверждают, что эти грибочки в долине монахов раньше именовали волшебными трубами фей. Якобы в давние времена, когда тут еще монахов и в помине не было, одинокие путники замечали, что из этих грибочков идет дым и даже горит свет. Кстати, легенда весьма интересная, поскольку на некоторых объектах мы с удивлением замечали, что подобные сооружения связаны с системой подземных ходов и городов. То есть грибочки — это всего лишь вершина гигантского термитника, так сказать, парадный вход. Об этой версии мы наглядно поговорим, когда спустимся в реальные подземные города. А сейчас мы продолжаем исследовать долину монахов. Олег, вот ты сейчас побывал в одной из старинных комнат, вот, ну, наверное, можно назвать его пещерным городом. Вот как ощущение и насколько комфортно? Ну, вообще, конечно, жилище достаточно хорошее.
И уже появляются углы, какие-то полки. Мебели у них, видимо, не было, и они пытались полки, различные бытовые вещи делать в стенах, то есть выдалбливали. Там, похоже, уже не захоронение, а большая кровать двухспальная и, видимо, детская кровать. И самое интересное, идут проходы на верхний этаж. И там, ну, фактически двухэтажный дом. Единственное, что, конечно, лестница не сделана, не знаю почему, или они физически были развитые почти как обезьяны и карабкались по вот этим вот таким вот очень крутым лестницам, которые сегодня слизаны, и туда не пролезть уже. Но это реально двухэтажный дом. И даже от крымских пещерных сооружений это отличается достаточно сильно. То есть есть углы хорошие, что-то уже подобие нормальной геометрии. Крымские пещерные помещения это просто ямы выбранные. Здесь уровень посерьезнее. Ну, кстати, вот хорошо видно, вот на стенах везде вот эти вот следы скребкового инструмента. То есть видно, да, они так чух-чух-чух, потихонечку, полигонечку. И самое интересное, что этот скребковый инструмент, он имеет какую-то окружность. То есть что-то похоже на механизм все-таки, на радиальную работу резца. Вот это вот интересно. Но мы сейчас не можем представить, что это был за инструмент, хотя не столь он сложный был, потому что до сих пор этот камень достаточно мягкий. Если корку отбить, он там становится достаточно пластичным. То есть здесь секрета особого нету, как их делали эти помещения. А сегодня, видимо, как мы уже предположили, из-за обнажения, когда его срубаешь, обнажается, и он под действием, видимо, воздуха прихватывается снова коркой, которая более кристаллизована и более прочная. Следы печи удалось найти? Они же как должны были отапливать? Нет, печей здесь близко нету. Ни в крымских помещениях, ни в этих помещениях. То есть климат, когда это все строилось, был совершенно иным. И, скорее всего, они боролись с жарой, а не с холодом.